Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. А жизнь только начинается. Что же произойдет в вашей жизни? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Ух ты ж, елки-палки, ребят! У вас разрушение произошло какое-то в жизни. Смотрите, ну здесь трэш. У каждого это будет, конечно же, свой трэш. У кого-то это потеря работы, у кого-то это потеря женщины. То есть здесь ситуация, которая в каком-то смысле вас и разрушила вот изнутри, да, вот это потеря смысла жизни, это ситуация, когда, знаете, вот, ну, кусочек вас оторвали, грубо говоря, да, это ситуация, когда вы находитесь в тупике, вот жизненный такой тупик. Опять же, поскольку у нас общий расклад, кто-то сейчас находится в таком состоянии, кто-то вот еще, может быть, недавно, да, вот был, опять же, это зависит от того времени, как давно вы разошлись. Я вам скажу, что вот это ваша такая чувственность, чувствительность по жизни, но она вам, ну, скорее не помогает, а вредит, наверное. Вот смотрите, с одной стороны, это хорошо, да, быть таким добрым, чувственным человеком, да, искренним. А с другой стороны, вот постоянно как-то люди на вашем жизненном пути попадаются, ну, не очень искренние, не очень такие понимающие, да, которые могли бы отдавать вам то же, что и вы им отдавали. Ну, в частности, конечно же, это касается женщин, потому что женщины все у вас, как правило, были, ну, такие фифочки, женщины, которые, ну, можно сказать, они в каком-то смысле зазвездили, да, вот высокого мнения о себе. Эта женщина может проигрываться очень эгоистичная. Опять же, у кого как проиграется, у кого-то сейчас может даже быть такая женщина. Не забываем, что это общий расклад, да, потому что, вот знаете, как-то вот вас постоянно тянет к таким женщинам, вот красивым, конечно же, да, ухоженным. Даже может проиграться, что у вас есть, ну, по жизни своего рода такой азарт, да, покорять красивых женщин, недоступных, да. Особенно это было раньше. Это сейчас вы немножко, ну, так разленились, да, вот как мартовский кот, которому не очень хочется так шевелить хвостиком, да. Вы бы и пошевелили, но уже как-то лень, уже возраст, да, особенно это касается тех, кто, ну, уже так постарше по возрасту. Я еще, знаете, хотела бы сказать, что, возможно, даже с возрастом вы стали более замкнутой, вы стали более, ну, закрыты в каком-то смысле, да. Это может быть даже меньшее количество друзей, это меньшее общение. Ну, то есть люди постепенно отпадают от вас. У кого-то даже проиграется, что вы сами вот некоторых людей вычеркиваете из своей жизни по той или иной причине. Напишите, у кого это проигрывается. Смотрите, я бы сказала, что вот как-то жизнь у вас протекает, ну, довольно ровно, так спокойно. Не могу сказать, что есть какой-то кайф, какой-то там адреналин, да. Ну, вот живете как живете. Вот нет какого-то стимула, нет мотивации. Здесь может даже проиграться вот это самое внутреннее ваше разрушение, которое произошло в жизни, которое до сих пор, ну, имеет свои такие большие отголоски в вашей жизни. Поэтому, ну, для кого, да, вот для кого делать что-то? Не хочется для себя. А женщины пока вот я не могу сказать, что женщина, даже вот у кого есть, да, потому что это общий расклад, ну, я не скажу, что она прям серьезная такая. Я не скажу, что это ваша такая новая звезда. Нет. Это могут быть легкие отношения, это могут быть какие-то, знаете, вот отношения ради отношений, ну, для галочки, да. Кто-то даже для здоровья вступает в отношения. Опять же, у кого как это проиграется. Между прочим, вы сами очень любите, ну так, довольно неплохо и одеваться. Вы любите комфорт. Вы, в общем-то, любите красивую жизнь. Ну, только единственное, что не все из вас могут себе ее позволить, да. Но, тем не менее, вы к этому стремитесь, да. Вот кто, допустим, не достиг какой-то планки. Вот вы для себя поставили цель. Может быть, купить что-то, может быть, там съездить куда-то, да. И вы будете четко идти к этой цели. Потому что, знаете, вот может еще проиграться такая ситуация, что
вот это потрясение, которое случилось в вашей жизни, оно еще настолько перевернуло вашу жизнь, что вы будете вот как будто другим человеком, либо же уже стали. Могут даже окружающие заметить, что вы стали не таким. Не таким даже вот, ну, по выражению лица, да, вот какие-то не такие проявления. Вы можете даже внутренне ощущать себя по-другому. Вот настолько у вас была такая довольно сильная психотравма, что вы чувствуете реально себя таким вот человеком, ну, абсолютно другим. Не таким, как были раньше. Другие ощущения, да, вот по-другому пахнут розы. Вот как-то все это по-другому. Смотрите на все и на всех другими глазами. Давайте-ка смотреть, что же будет дальше происходить в вашей жизни, да, потому что жизнь только начинается у нас, оказывается. Ну, смотрите, в вашей жизни вот как-то все больше мне показывает, что попадались вот такие дамы, ну, холодноватые. Ну, никак она не теплая, не искренняя, она не душевная. Вот если вы такой человек эмпатийный, да, вы человек очень открытый, отзывчивый, то вот женщины, которые вот были и раньше у вас на пути, они как-то более холодные, да, вот напишите, у кого так проигрывается. И как будто вот они печатанные по одному шаблону, да. Это может быть одинаковый характер, это может быть даже одинаковая внешность, это, ну, что-то такое, что, ну, реально как будто вы ищете сестер, да, вот по жизни. Ну, не в прямом смысле ищете, но попадаются в чем-то очень похожие типажи женщин, да. Я вам скажу, что в будущем у вас тоже встретится женщина. Она снова у нас выпадает мечевой королевой, но это не бывшая. Это женщина, с которой у вас будет новая история любви. Но это, знаете, такая дама, я даже не знаю, какие слова можно подобрать, чтобы ее описать. Она, с одной стороны, ну, такая гонористая, она такая, она себе на уме, но она очень непростая, с одной стороны, а с другой, вот она открывается только тем, кого любит. Она открывается только тем, кому она доверяет по-настоящему. Вас поначалу как-то немножко, ну, будут напрягать такие вот отношения, да, вот с одной стороны она вам понравится, а с другой стороны вот этот ее холодок, такое какое-то специфическое отношение, ну, будут поначалу, ну, довольно сильно так настораживать. Я вам скажу, что вообще вот как-то у вас пойдет жизнь с чистого листа во всех отношениях. У кого сейчас, допустим, да, вот пребываете в острой фазе там переживаний, да, ну, это особенно у кого недавние разводы, допустим, были. В скором времени я вам скажу, что это будет совершенно новый жизненный этап. У вас ваша черная полоса начнет светлеть. Начнут как-то вот события развиваться очень неожиданно. У кого-то будут новые знакомства, у кого-то произойдет, ну, такое, знаете, даже вот непредсказуемое какое-то незапланированное путешествие. Вот вы можете даже поехать туда, куда давно хотели, но по какой-то причине не могли себе либо же позволить, да, может быть, денег у вас не хватало, может быть, еще какие-то проблемы останавливали. Ну, то есть, знаете, вот я вам скажу, что вот именно после расставания вы как-то вот трансформируетесь полностью, и ваше мышление, ваш ум, да, вы поймете, что можно, в принципе, жить неплохо для себя. Я думаю, даже среди вас уже есть такие, которые начинают входить во вкус, начинают реально понимать все прелести, когда ты живешь сам для себя. Напишите, ребят, у кого есть такие ощущения, да, что кайфуем мы с тобой сегодня, кайфуем, да? Я вам скажу, что, в принципе, среди вас есть люди, которые, конечно же, еще имеют какую-то надежду, да, вот на прошлое, вот смотрят в прошлое. Но я вам скажу, что назад дороги нет. Нет, абсолютно, ребят. Вот вы можете сколько угодно смотреть в прошлое, вы можете пытаться мириться, да, вот что бы вы ни делали. Я понимаю, что когда любишь, очень тяжело отпустить. Но даже если вы будете там, я не знаю, звезду с неба доставать, ну, ничего не получится с этой женщиной. Поэтому я сейчас вам говорю, вот именно те, кто еще надеются на примирение с бывшей, да.
Ну, как-то пытайтесь работать над собой, да, либо же запишитесь к специалисту, да, вот, либо же проводите самостоятельно какие-то, да, такие медитации, да, вот успокоительные методики различные, их очень много даже в интернете, чтобы вы могли расслабиться, чтобы мысли ваши немного отвлеклись. И все-таки нужно поворачивать свое мышление на будущее, вот из прошлого в будущее. Кому-то это легче дается, кому-то не очень. Понятное дело, что все люди разные. Но я вам скажу, что среди вас есть такие, которые, знаете, очень и очень осторожно смотрят на женщин, на новых женщин. Вот опять же мне показывает, что да, вот был у вас, либо же сейчас у кого-то из вас проиграется, что есть пауза. Пауза с женщинами, но это не означает, что вы, ну, прям совсем уж поставили на себе крест. Вот эта женщина, которая появится в вашей жизни, да, с ней вы можете, в принципе, даже быть семьей. Вот у вас падает семейная карта, благополучие, счастье, удача, да. Но опять же, это будут, ну, непростые такие отношения, непростые повороты. Это будут такие отношения, когда вы можете, допустим, ну, поцапаться, да, вот так, слегонца, поспорить, ну, какие-то легкие конфликты, но без этого никуда, да, пусть это вас не страшит. Но, тем не менее, вот будет какая-то такая тотальная связь с этой женщиной. Будет ее тянуть, ее к вам тянуть и вас к ней. Вот такая взаимная связь, знаете, ну это очень похоже такое на кармическую связь, когда два партнера, с одной стороны вы можете, да, ругаться, податься, а с другой стороны, ну вот как-то вот не могу без нее, да. Вот что-то такое подобное будет, поэтому очень такая интересная дама, дама с характером, но в принципе она откроется вам, как только поймет, что вы ее человек, что она любит и любима, и тогда вы увидите ее совершенно с другой стороны. Что еще вас ожидает? Смотрите, у кого сейчас финансовые проблемы, ну, довольно неплохо будет по деньгам. Смотрите, это может быть связано с новой работой, да, кто-то, может быть, дополнительную работу на себе возьмет, да. Это будет такой довольно стабильный период, финансово стабильный. Причем, знаете, будет какое-то даже партнерство, возможно, в работе. Но опять же, это у кого как проиграется, потому что, ну, допустим, если у вас бизнес свой есть, то у вас появится такой, ну, довольно надежный партнер. Может быть, вы хотите бизнес начать, да, то это будет такой ваш тандем с другим человеком, который очень успешно, ну, пойдет, да, вот начнете зарабатывать стабильно, причем очень неплохие деньги. Теперь еще, знаете, вот такое ощущение, что пройдет немного времени, и вы опять же как будто бы трансформируетесь, но уже в другую сторону, более позитивную сторону. Это будет касаться, ну, скорее всего, встречи с этой женщиной, да. Вот эта женщина перевернет и ваш мир, и ваши ощущения, ну, вообще вашу жизнь перевернет, потому что, ну, это такая, с одной стороны, непростая женщина, она станет вашей такой палочкой-выручалочкой, она станет таблеткой от одиночества, да, она станет вашим центром вселенной. Это женщина, которая будет вас поддерживать во всем, всегда и везде. Причем даже, знаете, может быть какая-то у вас такая, ну, конфликтная ситуация, либо же по работе, вот, ну, что-то такое с работой, с бизнесом, может быть. Могут быть какие-то конфликтные такие моменты, то эта женщина, ну, реально, она подставит свое плечо. Причем вот в такие вот тяжелые, критические какие-то моменты, они у всех периодически бывают, да, поэтому не нужно их бояться. Она вот настолько проявит себя таким надежным другом, не просто любимой женщиной, а надежным другом. Поэтому, ребята, я бы обратила внимание, несмотря на то, что да, у нее может быть, ну, не такой уж простой, лояльный характер, но, тем не менее, у нее очень много достойных таких классных человеческих качеств. Далее, смотрите, ну, то, что в вашу жизнь придет любовь, это 100%, да, вот любовь, причем такая довольно гармоничная, любовь очень теплая, очень нежная, вот именно с этой женщиной.
Я вам скажу, что те из вас, кто находятся, ну, в таком, я бы сказала, добровольном заточении, да, вот, ну, по той причине, что, допустим, плохо, больно, разошлись там и так далее, и так далее. Начнется такой, знаете, вот период, когда вы начнете оживать, да, вот оживать в каком смысле? В принципе, я это уже говорила, да, но сейчас вот более точно мне показывают, что захочется вот как-то горы сворачивать, что ли, да, вот взглянете на мир по-новому. А вы, причем, знаете, еще будете как-то себя более уверенно, что ли, чувствовать. Будет такая своего рода переоценка ценностей. То есть этот период, который вы, возможно, вот страдали, переживали, да, это специально вот как будто свыше был дан вам, чтобы вы, ну, переоценили свою жизнь, действительно, взвесили все за и против. Вы подумали, что, как лучше сделать в своей жизни, куда двигаться. Ну и, конечно же, эта женщина, это такая, ну, реально посланница небес. Я вам скажу еще, что вы станете вообще в своих проявлениях, ну, таким более жестким, возможно. Но это еще будет связано с тем, что вы почувствуете себя мужчиной, да, вот рядом со слабой женщиной, вы почувствуете себя мужчиной, который должен, с одной стороны, и проявить характер, с другой стороны, который, ну, такой защитник-добытчик, да. То есть, ну, такой слабый мужчина, это не про вас абсолютно. И знаете, вот я бы сказала, что вот этот тандем вообще, который появится в вашей жизни, вот эта женщина, но это такая, знаете, маленькая долька счастья. Вот именно маленькая, потому что вы сами будете думать, что ну хоть бы не спугнуть, вот хоть бы не спугнуть, как бы вам там ни было тяжело периодами, да как бы вы там периодами не спорили с этой женщиной, но вы настолько будете к ней привязаны, влюблены, что как-то вот будет страх ее потерять, страх, что ее уведут, вот в таком плане. Еще я вам скажу, будет какое-то очень важное известие в вашей жизни, очень долгожданное, приятное. Но оно скорее будет издалека, возможно, по мессенджеру, да, вот по интернету, что-то такое важное и приятное вы узнаете. В принципе, довольно неплохой период начинается. И однозначно, как раньше, уже не будет, потому что вы для себя решите, что ну так как раньше я жил, я больше не хочу, да? Я не хочу быть таким, как раньше. Я не хочу позволять, чтобы об меня вытирали ноги. Я не хочу позволять, чтобы меня унижали, оскорбляли в таком ключе. Поэтому вот как раньше не будет 100%, не будет одиночества, не будет переживаний, не будет тех финансовых проблем, которые, возможно, у некоторых из вас есть. То есть это реально новая жизнь, новые отношения и абсолютно новая ваша страница жизни. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!